Прежде всего поделюсь отличной новостью. Начиная со следующей 250 серии, хронометраж восстановится, и мы сможем смотреть полные эпизоды по 20 минут, как раньше. Наконец мы этого дождались. Надеемся, что так и останется до самого финала. Поглощение 3 колец действительно было очень трудным для Тансана. Хотя он страдал не так, как описывается в оригинале, но это также было не самым приятным занятием. Тансан для поддержки использовал трезубец морского бога, эволюционировавшую паучью кость, а самое главное, он применил технику «Великий молот Сумеру». Да, эту мощнейшую технику Тансан использовал впервые. Мы могли увидеть в действии легендарные умения молота чистого неба. Сама суть этого метода стала более понятной. Великий молот Сумеру объединяет силу всех колец и дает невероятно огромную энергию. Возможно, эта сила будет похожа на слияние всех 9 колец мастера. Только вообразите, какую мощь могут высвободить сразу 9 колец титулованного вместе. В то же время как взрыв кольца дает огромный скачок энергии на короткое время, например, на пару ударов. Очень интересно, что в аниме 3 новых кольца Тансана остались черными, хотя в оригинале их возраст вырос с 90 тысяч лет до 100 тысяч лет, благодаря действию молота Сумеру. Почему так произошло? Неужели кольца Тансана от братьев Муравьев в аниме были ослаблены? Нет, это не так, и причина очень проста. В действительности, когда Тансан поглотил кольца 15-тонных императора Муравьев, он сам вначале не знал, что они стали красными. Он лишь успел поглотить их, как тут появилась Тянь Ринсюя, и он даже не посмотрел, что получилось в результате. Он был полностью занят битвой с богиней-ангелом, и лишь в самый разгар сражения, когда он взорвал все кольца на сине-серебряном императоре, он активировал свой второй дух, молот чистого неба, и показал свои 8 колец. Неожиданно для Тансана 6, 7 и 8 кольцо были красными, возрастом 100 тысяч лет. Вначале Тансан сам не понял, почему так произошло. Он точно помнил, что эти кольца муравьев были черными, с легким розоватым оттенком. Тянь Ринсюя также выглядела потрясенной последними 3 кольцами Тансана, не в силах сдержать крик. Мало того, что она была потрясена, даже Тансан смотрел широко раскрытыми глазами. Он не только обнаружил, что вес молота чистого неба стал гораздо больше, но эти последние 3 кроваво-красные кольца удивили его. Как они стали красными? У Тансана было только одно объяснение – они изменились и улучшились. Поскольку Тансан поглотил 3 кольца одновременно, а также благодаря особому методу поглощения, эти кольца претерпели изменения и в процессе развились еще на 10 тысяч лет, поднявшись до уровня в 100 тысяч лет. При поглощении духовных колец 3 братьев Муравьев, Тансан использовал метод лобового столкновения, а именно метод атаки Великого Молота Сумеру, используя несравненную агрессию и взрывную мощь, чтобы заставить кольца подчиниться и слиться с его духом. Само по себе это было эквивалентно использованию Великого Молота Сумеру для создания 3 колец. Так получилось, что этот процесс ковки усовершенствовал 3 кольца, что и вызвало эволюцию и заставило кольца перейти рубеж с 90 тысяч лет до 100 тысяч лет. Это было неожиданным сюрпризом для Тансана. Из этого следует, что в аниме Тансан еще не увидел, как изменились его кольца, а позже он обнаружит, что они стали красными. Они просто должны быть красными. Удивленная Тянь Ринсюя сказала: «Ты действительно благословлен небесами». Согласитесь, невероятное везение для Тансана. Жаль только, что эти муравьи не дали ни одной духовной кости. Возможно, Тансану они не понадобились, но отлично подошли бы для монстров Шрека. Даже без последнего 9 кольца, Тансан с молотом чистого неба был даже сильнее, чем ранее, когда использовал сине-серебряного императора, у которого было 9 колец. Да, битва Тансана и Тянь Ринсюя уже началась, но Тянь Ринсюя еще не стала богиней, она всего лишь мастер 99 ранга, поэтому сейчас Тансану нечего бояться. Но вот в анонсе показали, что Тянь Ринсюя в процессе битвы унаследует положение ангельской богини и перешагнет в царство 100 ранга. Она наконец наденет костюм ангела, ее внешность, как и должна, изменится, и она будет больше похожа на божество. Это все изменит. Тансан будет в крайне невыгодном положении перед богиней Тянь Ринсюя. Это пари, что она сейчас придумала, не совсем обычные. Дело в том, что в оригинале Тянь Ринсюя в сторонке ожидала не только, когда Тансан поглотит 3 кольца, но и когда полностью восстановится. Его травмы излечились, поэтому его сила в то время была на пике. Они сразу начали сражение на равных. Но пока мы наблюдаем сражение божественных артефактов, трезубца и меча ангела. Нам показали прошлого морского бога и прошлую ангельскую богиню, когда они еще были титулованными мастерами. Они уже тогда были противниками. Напишите в комментариях, как по-вашему, кто победит в этом пари и как Тянь Ринсюя станет богиней. В оригинале это произошло в храме ангела, до встречи с Тансаном. Неужели она после битвы с ним пробьется на 100 ранг? Скоро мы это узнаем. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.